Предлагаю сегодня связать вот такие симпатичные маленькие голубые ботиночки. Это идеальный вариант подарить новорожденному вот такие симпатичные ботиночки. Вяжутся они очень просто. И если у вас желание, можете вязать вместе со мной. Коротко о материале. Мне понадобятся нитки вот такие. Это тонкие нитки. Называются они Квадрия. Это изготовитель Италия. Что важно? 100% хлопок. Это для кого-то важно. Важно в 50 граммах 205 метров. Чтобы вы представили. Изготовитель предлагает крючок 1,50. Вот я буду сегодня вязать крючком тем, который предлагает изготовитель. Нитки очень хорошие, качественные. Намотка не очень такая вот сильная, и в то же время нитки не расслаиваются. Цвет у ниток очень красивый, очень нежный такой голубой, нежно-голубой цвет, приятный цвет. Для того, чтобы поднять какие-то очень тонкие петли, очень затянутые, и спрятать хвостики, я использую крючок меньшего размера. Также мне понадобится для окантовки темно-синие нитки. Эти нитки это примерно как штопка, вот такие. Они очень хорошо сочетаются, очень хорошо контрастируют с нежно-голубым, поэтому я взяла вот такой цвет. Ножницы, 2 маркера, 2 раза буду использовать их. И вот такая вот прослоечка. Эту прослойку я буду делать между подошвами. Гнется она очень хорошо, это подручный материал. Вязать свое изделие я начну с подошвы. Это классический вариант. У меня связаны 2 подошвы. Они абсолютно одинаковые. И будет у меня они вот таким образом располагаться. 2 лицевых стороны. Одна будет с внутренней стороны, другая будет с внешней. И между ними, как я уже показала, будет вот такая прослоечка. Подошва у меня связана из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. На моем канале вы можете посмотреть вязание такой подошвы. У меня 2 варианта из 17 и из 13. Это как раз из 17 воздушных петель. Подошвы 2 плоские, без бортиков. И вот теперь я буду формировать сначала нулевой ряд. Я его называю мини-бортик, который я в работе потом его не считаю. Он у меня считается как нулевым рядом. Для этого я беру подошву, сначала разворачиваю ее лицевой стороной, крючком намечаю первую петлю, это последний ряд, где у меня из одной петли связано 3 петли, и разворачиваю к себе изнаночной стороной. Вот забираю за самые последние 2 петли, не между, а вот именно последние 2 петли. Если ее оттянуть немножко, то можно увидеть первая петля и рядом стоящую вкалываю вновь крючок, и образовывается вот такой уголочек. Провязываю вместе, закрепляющая. И та петля, которая была второй, она у нас будет постоянно потом первой, будет постоянно чередоваться. Вновь делаю рядом стоящую петлю уголок, провязываю вместе столбик без накида. Так мне нужно сделать полностью весь ряд, всю подошву, для того, чтобы сформировать вот этот нулевой ряд. Вот что у меня получается. Я провяжу до конца и покажу вам следующий этап работы. Нулевой бортик готов. Остается последняя петля, соединительная, закрепляющая. И из этой же петли вновь вывязываю петлю. Теперь я буду вязать с первого, это первый ряд, по 5-й ряд столбиками без накида, без прибавления и без убавлений. Вот так. Вот эту первую нить, с которой я начинала вязать, выведу ее на другую сторону. Вот так. Провяжу 5 рядов и покажу вам последний заключительный 6-й ряд. Бортик из 5 рядов уже связан, и я начала 6-й ряд. В 6-м ряду я буду убавлять несколько петель, поэтому я маркером отметила центральные 20 петель. Из этих центральных 20 петель я убавлю 4 петли. Я уже начала вязать этот ряд. Вяжется он без изменений до маркеров. Последняя петля перед маркером. Маркер убираю. Провязываю столбик без накида, и со следующей петли я буду убавлять петли. Я буду брать за переднюю долю 1 и 2. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями будет 4 петли. 1, 2, 3,
и 4. Следующее убавление. За передние доли провязываю вместе столбик без накида. Так мне нужно сделать еще 2 убавления и остаток этого ряда провязать без изменения столбиками без накида. Бортик у меня готов, он состоит из 6 рядов, все ряды провязаны, и я маркером отметила центральные 32 петли. Так как я начинаю вязать с мыса, меня интересует вот эта передняя часть. 32 петли это петли, которые на боковинке и на начало вывязывания мыса. Мыс у меня будет состоять из 8 петель. 32 минус 8 будет 24. 24 петли это петли, которые на одну и на другую сторону. Значит, я делю 24 на 2, будет 12. 12 петель это те петли, которые остаются у нас на увеличение мыса и на продвижение к маркерам. Значит, с 13 петли я начинаю вывязывать мыс. Вывязывать мыс я буду не за полную петлю, не вот таким образом, а за заднюю часть. Вот так. Считаю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петля. Вот за заднюю долю стараюсь взять полностью нить и провязываю первые 8 петель. Первая закрепляющая петля. Из этой же петли вывязываю вновь петлю. Формирую 1, 2, 3, 7 и 8, последняя петля. Одновременно ввязываю хвостик вязания. Вот что у меня получилось. Это первые 8 петель. Чтобы быть уверенной, что петли находятся посередине, я всегда проверяю с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все отлично, связано ровно посередине. Продолжаю вязать. Следующие 2 петли у меня будут провязываться соединительными петлями. По-прежнему из задней доли вывязываю. Первая соединительная петля. Я ее вяжу свободной, потому что она уже будет участвовать в работе. И вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй петли. Теперь уже я буду вязать за полную. Шесть, 7, 8 и 9. У меня появилась первая петля, уже лишняя петля. Начинала с 8, уже 9. Крючком завожу вот таким образом. Вот так. Подхватываю петлю, делаю первую соединительную и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание по-прежнему без петли подъема. Первая петля это вот эта петля, вот она, и вот она вторая. И начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 9 и 10. Теперь у меня в работе 2 новых петли, уже 10 петель. Мне нужно до 12. Я по такому же принципу провяжу еще 2 петли и покажу вам следующий этап работы. 12 центральных петель провязаны, и теперь я буду до маркеров продвигаться. Это практически одинаковая процедура. Также делаю первую соединительную петлю. И вторая соединительная петля. Также разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю, вторая петля рядом и начинаю вязание с третьей петли. 1, 2, 10, 11 и 12. Последняя петля. Точно так же с другой стороны. Никаких изменений. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. С этой стороны уже с лицевой уже хорошо видно все петли. Первая, вторая и третья. Теперь я буду только вязать с третьей петли, так как я прибавлять по центру больше не буду. Я буду только продвигаться к маркерам.
Вот посмотрите, что получается. Я провяжу до маркеров мысик и покажу вам следующий этап работы. Мысик связан, состоит он из 12 рядов. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Очень важно для вывязывания мыса, так как мы берем пару, 2 соединительных петли, поэтому обязательно с каждой стороны должно быть четное количество петель. Теперь буду вязать язычок. Язычок у меня будет немножко шире, для того, чтобы был запах. И будет он состоять из 14 петель. Это значит, мне нужно прибавить 2 петли. Я это сделаю с каждой стороны. Вот с первой петли из одной петли вывяжу 2 петли. И из последней петли я также вывяжу одну петлю, чтобы у меня было 14 петель. Язычок будет теперь состоять 14 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Язычок прямой. Для того, чтобы петельки были со всех сторон ровные, края я имею в виду, я его обвязываю язычок. Я провяжу язычок самостоятельно и покажу, как вывязывается вот этот держатель для шнурочков. Язычок готов, я его обвязала, со всех сторон он ровненький, красивый. Теперь мне осталось сделать держатель для шнурков. Я делаю петелечку вот такую большую. Опускаюсь на нужную мне точку. Я ориентируюсь по ботиночку, который сделан. Но если я начинаю первый ботиночек, то я ориентируюсь на количество дырочек, которые у меня будет, и уже потом распределяю сама. Но в данной ситуации я уже знаю, поэтому я буду опускаться на 8 рядов вниз. 2, 4, 6, 8. Это будет вот тут вот. Потом я ищу условную середину. Так как у меня 14 петель на язычок, значит, мне нужна 7 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это будет вот тут. Намечаю. Еще раз проверяю. 1, 2, 3, 4. Крючок вкалываю с изнаночной стороны. Вот таким образом. Беру вот эту подготовленную петельку и протягиваю ее вовнутрь. Вот так. Развожу на 2 части, чтобы хвостик у меня был не вместе. Аккуратненько подтягиваю. И в рядом стоящую петлю, вот в эту, подхватываю эту петельку аккуратненько и вывожу ее наружу. Теперь придерживаю пальцем и начинаю плотно подтягивать, чтобы узелок у меня не вышел наружу. Вот таким образом. Сильно подтягиваю, чтобы петля была тонкая, чтобы узелок наружу не выскочил. И делаю первую петлю. Вот она. Она будет маленькая, но это не страшно. Теперь разворачиваю вязание как мне удобно и делаю последующие 3 петли. Все вместе будет 4. 2, 3 и 4. Теперь вот так аккуратненько, ровненько расправляю. И мне уже направление покажет вот эти провязанные 4 петли. Если их ровно разложить, то они уже сразу будут четко показывать, где точка. Подхватываю, ввожу на изнаночную сторону и вновь в рядом стоящую петлю вывожу эту петлю наружу. Все аккуратно подтягиваю, плотно подтягиваю, закрепляю и начинаю обвязывать вот эти воздушные петли. 1, 2, 3 и последняя тугая петля 4. Расправляю аккуратно. И вот что у меня получается. В самую первую петлю, с которой мы начинали свой путь, вот она, подхватываю вот эту, можно ее сделать потоньше, поменьше петельку, и вывожу ее на изнанку. Отрезаю, делаю также большой хвостик и связываю между собой вот эти 2 хвостика. Вот посмотрите, у меня получился держатель для шнурков. Очень симпатично выглядит. Вот сбоку. Посмотрите, как выглядит. Передняя часть пинетки готова. Теперь приступаю к задней части. Я язычок заправлю вовнутрь, чтобы он мне не мешал. Так как я вязала переднюю часть только за задние доли, то у меня остались передние доли. Буду считать я вот от самой последней петли, когда я заканчивала вязать. Вот начало язычка. Это будет 4-я петля. Мне нужно их полностью 4 петли. Я буду считать вот от этой стороны. 1, 2, 3, 4.
Вот это будет первая, вот это будет вторая петля. Вот со второй петли я и начну вязать. Первая закрепляющая петля, основная петля, вторая полупетля, так получается третья полупетля и четвертая. И я выхожу на основное вязание. Одновременно я ввязываю хвостики. Я приступила к вывязыванию задней части пинетки. Точно так же мне нужно провязать с этой стороны, вот она, это четвертая петля, вот она, и провязать от этой петли 3 петли. 1, 2, 3. Мы повстречаемся тогда, когда этот ряд будет готов. Я провязала первый ряд с другой стороны, также захватила 3 полупетли и приступаю к вязанию второго ряда. Закрепляющая. Это изнаночный ряд. В каждом изнаночном ряду я буду убавлять с каждой стороны по одной петле, для того, чтобы задняя часть была со скосом, а не прямая. Я пропускаю петлю. Я делаю таким образом. Начинаю вязать со второй петли. С этой стороны я пропускаю предпоследнюю и последнюю провязываю. Второй ряд провязан, теперь приступаю к вязанию третьего ряда. Третий ряд вяжется как и первый ряд, но на пятке я убавлю одну петлю. Этим самым я сделаю закругление для пяточки, для того, чтобы ножка не выскакивала из ботиночка. Примерно довязала до середины. Складываю изделие наполовину. Можно было бы вот эту петлю уже не провязывать. Вот я на середине, пропускаю одну петлю по принципу боковинок и провязываю петлю. Делаю ее одинаковой по отношению к другим петлям. Это получается, я немножко ее стягиваю, так как я пропускаю одну петлю, и провязываю точно так же дальше. Итак, третий ряд почти готов, или половина. Задняя часть пинетки будет оставлять 8 рядов. Это значит, если считать этот ряд полностью, то мне осталось еще 5 рядов. Провяжу 5 рядов, провяжу полностью и покажу вам следующий этап работы. 8 рядов провязано. Я оставила петельку, сделаю ее еще больше. Протяну все изделие через эту петлю, сделаю узелок. И вот про самую первую петлю я говорила, что из боковинок я возьму 4 петли. Вот это осталась единственная петля, она здесь первая. Делаю протяжку. Максимально сильно натягиваю, чтобы она была свободная, эта нить. Придерживаю пальцем и начинаю обвязывать мое изделие, всю заднюю часть. 1, 2, 3, 4, 5. Одновременно ввязываю эту протяжку. 6, 7, 8, 9. Вот на боковинке у меня вышло 9 петель. Чтобы выйти на другую плоскость и чтобы не стягивала, я из самой верхней петли провяжу еще одну петлю. И буду провязывать верх пинетки также. Вот что получается. Обвяжу до конца и покажу вам следующий этап работы. Я обвязала полностью пинетку от начала и до конца заднюю часть. Сделала петельку, ее можно сделать немножко поменьше. Вот так. Нить завожу с лицевой стороны и подбираю вот эту последнюю петлю с другой стороны. Это будет тоже четвертая петля. Подхватываю вот эту петельку, подтягиваю, провязываю вместе. Закрепляю и начинаю вывязывать петельки. 1 и 2. 2 столбика без накида. 2 воздушные петли, петлю пропускаю. Перемычка между или интервалы между дырочками. 2 столбика без накида. 2 воздушные петли, интервал между, 2 столбика без накида, и я вышла на вершину. Я сформировала 3 петельки.
Также обвязываю верхнюю часть пинетки и формирую с другой стороны петельки. Я провязала с двух сторон петельки. Не забыла, что у меня заканчивается 2 столбика без накида, для того, чтобы была симметрия, чтобы петельки были параллельны. Также оставила петельку, нить завожу с изнаночной стороны и буду использовать петлю, которую я уже использовала. Это самая первая полупетля. Подбираю вот эту петельку. Провязываю вместе. Здесь я уже ее укреплять не буду. Я буду петли закреплять. Без закрепления петли начинаю обвязывать мои петельки. 2 столбика без накида. В арочку 2 столбика без накида. Промежутки между петельками 2 столбика без накида. И так далее. Посмотрите, какие петельки хорошие получились. Эти петли не растянутся, так как они укрепленные. Я провяжу вверх пинетки и укреплю с другой стороны петли. Это последний ряд голубыми нитками. После вот этого ряда я перейду на темно-синие нитки и буду делать декоративный кант. Вот что у меня получилось. Я обвязала петельки с двух сторон. Вот такая прелесть у меня получается. Теперь я буду украшать свою пинетку передней части вот за эти полупетли, которые у меня остались, когда я вязала переднюю часть пинетки. Буду это я делать соединительными петлями с внешней стороны, вот с лицевой. В следующую полупетлю соединительная петля и так далее. Делать я это буду свободно. Это декоративная полоска, поэтому она не должна затягивать изделие. Вот так. Так, мне нужно обвязать переднюю часть пинетки, и я вам покажу, как я обвязываю заднюю часть пинетки. Я обвязала переднюю часть, и теперь приступаю к вывязыванию боковинок и задней части. Подхватываю за полную петлю и также буду продолжать соединительными петлями обвязывать край пинетки. Это очень важно для того, чтобы задняя часть пинетки не растянулась. Петельки растянутся на ту длину, которую вы сформируете, и больше растягиваться изделие не будет. Вот так. Мне нужно провязать до конца. Я спрячу нитки и покажу вам следующий этап работы. Как я закрепляю вторую подошву вместе с вкладышем. Ну вот, кант я сделала. Он как раз подчеркивает красоту и нежность голубых ниток. Смотрится красиво. Теперь мне осталась последняя, одна из заключительных частей. Это соединение подошвы. Я вот первую точку, вот она, вкалываю крючок. И на другой подошве точно таким же образом ищу эту же точку для того, чтобы соединить две подошвы. Пальцем прижимаю две подошвы и намечаю вот так крючком за 2 полные доли, 2 полных петли. Буду я делать кант точно так же темно-синим цветом для того, чтобы подчеркнуть красоту. Буду провязывать соединительными петлями по лицевой стороне. Значит, стежочки, вот эти пунктики у меня останутся на подошве, а вот этот темный кант у меня будет как раз по самому изделию. Обвязывать я буду соединительными петлями очень свободно. Здесь важно, чтобы каждую петлю взять полной за 2 доли, чтобы толщина везде была одинаковая. Вот так. Петельки должны быть очень свободные для того, чтобы дать возможность растянуться подошве. Подошва еще новая, петельки не расправленные, не растянутые до максимальной величины. Поэтому здесь надо быть вязать свободными петлями. Вот так. Вот получается с лицевой или с внешней стороны. И вот получается как со стороны подошвы. Я провяжу примерно вот до такого расстояния для того, чтобы мне иметь возможность вставить вовнутрь вот такой пищевой пластик.
Вот посмотрите, что у меня получилось. Я практически закончила. Мне осталось только вставить вкладыш. Немножко хочу рассказать о вкладыше. Вкладыш — это пищевой пластик. Это подручный материал. Мне нравится этот вариант. Я считаю, для летнего сезона это очень хорошо. Подошва смотрится очень красиво. Она устойчивая. Пальчики не выгибают подошву, даже если это двойная подошва. И вот этот пищевой пластик можно стирать до температуры 90 градусов. Вот так ее аккуратненько вкладываю вовнутрь, растягиваю мой ботиночек, он увеличивается в размере. Это нормально, потому что при стирке все равно изделие растянется и приобретет вот именно вот такую форму максимальную. И буду аккуратненько обвязывать теперь вместе с вкладышем. Здесь немножко сложности, потому что вкладыш немного протестует, он хочет выскочить наверх, но это только первоначально. Подбираю первую петлю и подбираю вторую петлю. С каждой петлей зазор будет уменьшаться и, соответственно, стелечка будет становиться на свое место. Вот так. Можно вот так теперь уже еще больше подтянуть, чтобы она вошла вовнутрь. Вот таким образом я довяжу до конца, уберу все хвостики и покажу вам готовое изделие. Подошва готовая, ботиночек готов. Для ботиночка нужен шнурок, он у меня уже связан. Такой шнурок вы можете посмотреть на моем канале. У меня два вида вязания полого и плоского шнурка. Для ботиночек мне очень нравится полый шнурок, он кругленький, он смотрится очень красиво. Для того, чтобы пинетка не заминалась, я ее не обрабатываю, ничем не задавали вопрос. Я вяжу очень плотно, но передняя часть может вот так загнуться, выглядит не очень красиво. Для того, чтобы удобнее показывать и форма осталась прежней, я беру кусочек поролона. Я только вставляю в переднюю часть, для того, чтобы удобнее было показывать, и оно не заминается и очень хорошо смотрится. Теперь я вставлю этот шнурок. У меня ботиночки будут без люверсов. На такие маленькие ботиночки, к сожалению, у меня нет люверсов. И мы посмотрим, как это выглядит без люверсов. Так как петельки еще новые, затянутые, я помогаю себе крючком. Теперь держатель. Вторая сторона. И последняя дырочка. Длину шнурка вы можете выбрать сами. Вот посмотрите, как получается. Получается очень красиво. Я расправляю всего лишь навсего ботиночек. Что у меня получилось? Заправим вовнутрь. Теперь замерю. Ботиночки должны быть очень маленькие, 8,5. Прям малепусенькие. Пальчики 4. Пяточка 3. Задняя часть 4. Передняя также 4. Боковиночки 1,5. Это я имею в виду бортик 1,5. 2,5 глубина и ширина 3,5. Еще мне задали вопрос, можно ли такие пинетки связать для куклы. Конечно, можно. Для того, чтобы связать для куклы, возьмите тонкие нитки и тонкий крючок. Вот такие ботиночки у меня сегодня получились. Темный кант очень хорошо оттеняет, очень смотрится и по подошве, и с краю. Я думаю, вам также понравилось мое изделие. Вяжите с удовольствием. Радуйте себя и своих близких, своих друзей. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается. Всякое начало трудно. До свидания, до следующих встреч.